Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Я сегодня буду шить из полосок. Я нарезала 9 полосок по 9 сантиметров. Они все вот такие вот прям, очень мне нравятся, все нарядные ткани. И я начну их сшивать между собой. В начале и конце каждой строчки делаю закрепочки. И длина стежка и натяжение верхней нити у меня 4. И там 4. Девочки, если вы еще не подписаны на мой канал, конечно же, подписывайтесь, ставьте лайк и не забудьте написать комментарий, потому что комментарии очень способствуют развитию канала. В результате после сшивания у меня получилось вот такое вот нарядное полотно. Я в нем заглаживаю шовчики все в одну сторону. Можно, конечно, было их все разделить вот так вот на каждую из сторон. Я подумала, что мне это не надо. В принципе, я же все равно буду еще тут синтепон стягать, поэтому это все будет незаметно. Решила не заморачиваться. Хотя можно заморочиться. Все отглаженное, все красивое, ровненькое. Красота. Следующим шагом я выкроила прямоугольник из ткани чуть побольше моей заготовки. И такого же размера синтепон. И сделаю сэндвич для стежки. У меня получается, видите, вот что вот эта вот ткань, которая нижняя, и синтепон чуть-чуть побольше, чем вот моя заготовка. По всему периметру она у меня чуть-чуть побольше. Это одно из правил пристежки, чтобы не возникло неприятных сюрпризов. И я скалываю свой сэндвич булавками. Соединяю все 3 слоя. Скрепляю булавками от центра, а потом иду к краям. Стягать я буду сначала просто в шов. Просто по шву. Можно даже обычной лапкой, не обязательно лапку для стежки иметь, чтобы стягать в шов. Просто немножечко раздвигаем вот так вот ткань в стороны и смотрим, чтобы иголка попадала ровно в шовчик. Эти девочки, я решила не стягать в шов, а я решила вот взять лапку для стежки, я ее уже установила. Отключаю нижний транспортер. Вот этот вот зубчики вниз опускаются вот этим рычажком. И буду стягать совершенно по-другому, чем собиралась. Я решила строчить сверху вниз просто кривыми линиями. Не прямыми в шов, а кривыми по каждой полоске. Я выбирала нитки в цвет именно той полоски, которую стягаю. Сначала я вот до конца достегивала строчку и нитку обрывала, а потом я просто стала поворачивать и в обратную сторону строчить. Девочки, хотела сказать огромное спасибо всем, кто написал, из какого они города в прошлом видео в комментариях, потому что это огромное значение для меня имеет. Я-то сижу тут одна, шью, разговариваю сама с собой, а так, когда люди отвечают, чувствуется какая-то отдача, что смотрят, знают, приветы передают. Огромное спасибо. Вот такое получилось полотно после стежки, оно мне прямо очень нравится. Я сейчас обрежу вот излишки синтепона по краям. Померяю, что у меня, какого размера получилось полотно. И продолжу. Изнанка, кстати, вот так вот выглядит. Вся простеганная, однотонная. Заготовка моя сильно уменьшилась во время стежки. Получилось 68 на 48. А ведь у меня было 72 на 51. Я делала, или даже 52. Но вот уменьшилось. Почти получился коврик, но я буду делать наволочку. Заднюю сторону я буду делать вот с такого цвета ткани. Я уже выкроила 2 отрезка, 25 на 48 сантиметров и 57 на 48 сантиметров. Я буду делать наволочку с запахом, поэтому мне надо подшить по одному краю подрубочным шовчиком. Вот я просто заглажу, чтобы мне потом удобнее было подшивать краешек. Где-то по полсантиметра заглаживаю. И потом вот так вот буду прошивать. Заворачивать и прошивать. И то же самое с этой стороной, с этой частью, которая 25 сантиметров в ширину. Заднюю сторону наволочки я подшила и складываю так, чтобы у меня... Я кладу изнанкой наверх и складываю так, чтобы вот у меня вот это расстояние было не меньше 10 сантиметров. У меня 11, чтобы запах был нормальный, хороший. И сверху кладу
ровненько выкладываю, чтобы все уголки сошлись в свою заготовку простеганную лицевую сторону. И скалываю полностью по периметру все булавочками, чтобы оно все держалось вместе. Девочки, и у меня есть вот такая вот ткань, я ее использовала здесь, вот она у меня такая. Я ее хочу использовать в качестве канта. Я отрезала 2 полоски, складываю их вот так вот лицом к лицу, перпендикулярно друг другу. Я буду делать кант. Мне надо сначала соединить между собой полоски, чтобы мне мой кант по длине подошел. Точно так же кант можно делать для лоскутного одеяла, для коврика, для чего угодно. Скалываю. Я уже показывала в каких-то видео, как я делаю. Ну, люди подсоединяются, подписываются. Не все смотрят старые видео, поэтому покажу еще. И вот от этого уголка к вот этому уголку, вот он у меня тут, провожу линию. Видно ее хоть? Чуть-чуть поярче ее нарисовала. И вот по этой линии прокладываю строчку. В начале и конце строчки я всегда делаю закрепочки, чтобы оно, когда разворачивается, чтобы не разошелся шов. Строчку проложила, булавочки снимаю. Вот они соединены вот так вот хорошо и ровненько. Вот этот лишний треугольничек я оставляю припуски. Где-то по 6 миллиметров у меня получились припуски. И все, у меня готов мой кант. Ну как готов? Пока что не совсем готов, но сейчас будет готов. Я прям вот ногтем можно без утюга разгладить. И у меня не будет шов на одном месте топорщиться, торчать и создавать толщину для моей ткани. Все красиво, хорошо. И начинаю свою подушку обшивать. Прикладываю. Я не скалываю, но начинаю где-то сантиметров 20. Я оставляю непришитыми, чтобы потом мне удобнее было соединять между собой 2 конца этого канта. Даже скалывать здесь можно не скалывать. Я просто намечу, откуда я буду строчить. Вот отсюда. До угла у меня тут остается еще место. Делаю закрепочку и пошла строчить. Немножко не доходя до самого угла, буквально полсантиметра, я разворачиваю заготовку под углом 45 градусов и строчу до самого угла и обратно. Что я делаю дальше? Сейчас я покажу. Надо пристроить заготовку как-то поудобнее. Сняла с машинки, чтобы показать подробнее. Вот я строчила вот здесь вот. И здесь вот под углом 45 градусов к углу. Ну, у меня даже не 45 получилось, но надо 45. Что мы делаем дальше? Берем кант и складываем его вот так вот. Заворачиваем так, чтобы наша лента вот эта была под углом 90 градусов к следующей стороне. То есть мы вот так вот заворачиваем и продолжаем строчить дальше теперь вот так. Вот у нас получается здесь прям параллельно этой стороне наш заворот, а лента дальше пошла параллельно следующей стороне. Я сейчас заколю, чтобы до машинки донести, и продолжаю строчить дальше. И так каждый угол. Вот посмотрите, я дошла до своей вот этой вот не пришитой части, и здесь у меня тоже еще не пришито. Ширина моей вот этой ленты канта 6 сантиметров. Значит, я вот здесь от вот этого места, где у нас начинается следующий конец ленты, отмеряю 6 сантиметров, 6 сантиметров вот до сюда. И здесь это будет вот 6 сантиметров. Мне надо ровненько отрезать. Вот. И теперь мы вот эти свои ленты также складываем лицом к лицу, точно так же, как в прошлый раз, скалываем, проводим из угла в угол линию, по которой будем строчить. И строчим. Прострочила, обрезаю, оставляя припуски. Точно так же разглаживаю пальчиком. Утюгом не буду, потому что синтепон здесь припечется чуть-чуть. Вот видите, у меня моя лента получилась ровно той длины, которая мне необходима для того, чтобы все закончить. Я что хочу сказать. Вот эти концы
чуть-чуть подлиннее надо оставлять. Чем длиннее вы их оставите, вот это вот непришитое, чем длиннее вы оставите, тем вам удобнее будет вот этот шов сшивать. Все, мне осталось вот этот вот шовчик здесь дострочить, вот до сюда, где я начинала. Девочки, вот лицевая сторона моя. Смотрите, вот здесь вот соединение. Его практически незаметно. Повернула изнанкой. И тут понимаю, что я, как всегда, без косяков не могу. Очень большую я сделала широкую эту ленту. 6 сантиметров. Это на одеяло надо было делать. А у меня это не одеяло. Поэтому мне придется вот так вот вдвое складывать. Достаточно 4 сантиметров было бы. Вот так вот вдвое складывать и вот так уже пришивать. Я сейчас все закреплю, потому что если бы мне не надо было складывать, можно было бы не закреплять. Можно бы было просто пришивать. К сожалению, не пришли еще мои прищепочки, которыми бы я прямо чик-чик и все. Но с другой стороны и иголочками, булавочками тоже нормально. С лицевой стороны будет желтенький краешек. Я хочу показать на углу, что я буду делать сейчас вот с этой стороны. Подверну, как мне надо, закрепляю. Вот на углу у меня вот так вот получится. С этой стороны ровненько. Вторую сторону своего канта я пришила просто на машинке оранжевыми ниточками. Вот так вот это выглядит с лицевой стороны. Вот так с изнаночной. И я не сказала, а я ведь делала 2 таких наволочки, чтобы был немножко комплект. Дошила я свои подушки. Они у меня сочетаются с той, вот, которую я летом делала. Я ссылочку в описании оставлю на эту подушку. И они нормально подошли, эти наволочки, под мои подушки. Конечно, дольше всего стежка времени заняла. Но так вот мне очень нравится. Я люблю яркое. Это поднимает настроение. И я каждый раз удивляюсь, когда своими руками что-то делаешь, из ничего получается какая-то новая вещь классная. Здорово, правда? Ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.